Я такой, ну, не знаю. Там нагоняли людей. Каждый день просто учеба. У меня по информатике было 2. Да, там запах ужасный, еще и холодно, поэтому нет. Причем, что самое вот, ну, что уникальное, не зависит от группы крови человека. Мини-чат GPT, который можно скачать, и работать он будет локально. Я вам И могу вот сказать как раз, даже не по анатомии, а вот по своим соседям. Ну, тогда давайте стартуем. Да. Всем привет. Тут можно... Как, я забыл, как этот мем был, очень старый. Женщина, морская пехота. Вот я не помню. Она еще в автобусе кричала «Стартуем». Женщина морская пехота. Да, она Слушай, так себя называла, только она имя произносила, я не помню, какое было имя. Наталья, морская пехота! Я сказала, стартуем! Слушайте, я не помню такого. Это что-то интересное. Ну, логично. Не-не-не, был такой мем. Друзья, если вы знаете мем «Женщина морская пехота», что бы это ни значило, присылайте ссылки в комментариях к подкасту. Я такой мем не знаю. А я знаю очень сильно много мемов. Я их пересмотрел в метро в свое время очень сильно много. Потому что ездил с 2 пересадками. Ну да. Виктор, а вы ездили на работу на метро? Я на учебу на метро ездил. Долго? Максимум я ездил час, наверное, или 1,5. И как? Честно, для меня вот 1-1,5 по городу на метро это вообще ни о чем. Я как бы сел и доехал практически. Ну, для меня это очень быстро было. Поэтому... 1-1,5 на метро? Ну да. И вы до сих пор Это считаете, что... долго. Вы до сих пор считаете, что 1-1,5 на метро это норм? Ну, я же вот в Москве все это время, ну, для меня это привычно было, что куда-то доехать нужно 1-1,5 где-то на метро. Ну, потому что я жил в Южном округе, а мне нужно было ехать на север. Естественно, ну, как бы... Ну, это что, час на метро, это можно не то, что выспаться, а сделать все, что вообще, все, что угодно, можно успеть за 1-1,5 каждый день. Ну, да. Я как-то устраивался, проходил собеседование в одной компании, которая занимается зубными протезами. Назовем ее так. И там был такой очень интересный формат собеседования. Там нагоняли людей, ну, с людьми общались сначала, HR, потом еще кто-то. Нагоняли людей в Москве, в гостинице селили. И дальше говорили, что их всех берут, все вы молодцы, вы все отличные ребята. Дальше там был какой-то недельный тренинг. И самое интересное происходило именно на этом недельном тренинге. Потому что на этом недельном тренинге как раз и отбирались финальные люди. А потом с некоторыми прощались. Например, как со мной попрощались. Так вот, да. Но со мной мне много где говорили «здравствуйте», мне много где говорили «пошел ты подальше», где-то говорили «до свидания», где-то говорили «до встречи». Но вот там попрощались. Короче, а в чем был прикол? Нас поселили в гостиницу перед тренингом. Мы, короче, все приехали в Москву. Я говорю «мы», потому что кто-то был с Петербурга, кто-то с каких-то других городов. Так вот, мы приехали и нас поселили в гостинице, но гостиниц не было, потому что был какой-то чемпионат по футболу, и вообще все нафиг было забито. И мы поселились, это вот к вопросу, как долго ехать, где-то на окраине Москвы, в каком-то доме в частном, на 1-м этаже с посуточной сдачей. То есть у нас все вокруг, у нас там через комнату, ну, то есть, условно говоря, там было 20 комнат, из них 10, в 10 жили кандидаты в эту компанию, а в других 10 каждый час приходили какие-то новые пары и трахались. Ночью, днем, утром, вечером. Это был первый момент. Момент номер 2, то, что ввиду того, что был чемпионат, и гостиниц было мало, нас поселили в такую гостиницу, она еще оказалась где-то в жопе вообще, в жопе мира, просто на окраине такой Москвы, что я просыпался 5:30 для того, чтобы приехать куда-то в гостиницу, в какую-то приехать переговорку и выслушать тренинг о том, какие зубные протезы нашей компании крутые и как мы обходим конкурентов. Я, соответственно, еще была конечная, там все ломились, чтобы сесть поспать. Короче, я вообще никакущий просто туда приезжал и просто спал. Просто спал на всех этих тренингах, а все самые активные, соответственно, прошли.
Я как человек, который спал на тренинге, меня не взяли. Мне купили билет на самолет, и я прилетел обратно в Питер. Выспавшись. Ну, билет на самолет Зато я выспался. как бонус. Короче, это трэш. Вот такой у меня был опыт собеса. Алексей, а вы... Не, ну, бывает, да. А вы кем вообще работали до прихода в IT? Я 10 сейчас. Ну, да, почти, ну, не, 8 лет я работал медицинский представитель. А что То есть за я работал от компания? фармкомпаний, А что за компания? разные компании, это, А КРК? Разные Знаете, такое абсолютно. КРК? ну, Кырка знаю, да, в Кырка не работал, работал, да, в разных других, и там, где были эти все этичные, то есть там, где все согласно правилам, все, на каждое твое действие, шаг, да. Это когда как раз пришел работать в AstraZeneca, а у них как раз вот там незадолго до этого отменили, как раз у них тоже был вводный тренинг, который длился не помню, или месяц, или 3. Ты просто приезжаешь, там, ты только устроился, все, и приезжаешь, и там, и каждый день просто учеба. Ну, в этом, на самом деле, есть свои плюсы. Вообще, в этом, ну, интересная профессия, общение с людьми, вот, поиск методов, как можно договориться, скажем так. Потому что, ну, порой, конечно, в самых вообще... Ты приходишь, тебе просто сразу сходу кто? Медпредставитель? Пошел. Ну, и там дальше может быть любой набор вообще слов, и этот... То есть нет, не подходи, там, и через одного там расскажут, что там ваша компания нас когда-то кинула, там, вы вообще там... Вы нам обещали там 3 короба золота, а вообще вы тут нас всех кинули, все. Вот если вы нам купите в отделении новый диван, Серьезно? то мы послушаем вашу лекцию. Слушайте, в моей картине мира вообще медицинские представители это были такие люди в продажах, у которых были там хорошие зарплаты, у них там были машины корпоративные с оплаченным бензином. Если там еще какая-нибудь западная компания, то там, как правило, были какие-то Страховка. бренды, все там налажено, ты приходишь, там мерчендайзингом занимаешься, еще какой-нибудь херней, не знаю, там строишь глазки ну, там, это- главврачу, если это женщина. Ну, со стороны, Хотя, да. не Со знаю, стороны может, так и это- кажется, да. Но компаний много, да, и на самом деле не все просто там за имя компании готовы с тобой работать, потому что, ну, на самом деле даже ну, там, лидеров рынка, там, те же самые, не знаю, там, взять, там, Pfizer, AstraZeneca, там то же самое, там, Кырка, не знаю, ну, куча. У многих есть смежные препараты. И все равно, как бы, у врачей есть всегда выбор, чем пользоваться. Поэтому тут уже как договоришься, так и будут пользоваться. Виктор загрустил. Нет. Я не загрустил, я внимательно слушаю. Виктор, вы не работали в продажах? Нет. А вы знаете, что есть такая штука, как слет ветеранов лимонадных войн? Вы не знаете, что такое слет ветеранов лимонадных войн? Друзья мои, если кто-нибудь знает, что такое слет ветеранов лимонадных войн, пожалуйста, напишите. Особенно, если вы в них участвовали. Есть такая штука, как слет ветеранов лимонадных войн. Ну это ладно. Это тема отдельного подкаста. Понятно. Ну, короче, я пытался устроиться медицинским представителем, но не очень получилось. По-моему, я устраивался, как она называется, компания на ВВВ, какая-то российская, я забыл. Короче, меня не взяли, ладно, меня не взяли. Не, у нас вообще, если у тебя нет либо фарм, либо медобразования, ну, там, ну, где-то процентов 90 компаний работают только после фарм, либо мед. То есть, ну, там есть исключения, да, но это именно исключение. У меня кореш работает как раз в фармкомпании. Женя, привет. Вот. Так что вот так. Ну да, вообще да, это интересно. Короче, я пытался попасть в эту элиту в свое время, но я в нее не попал. Не знаю, радоваться, не Там радоваться. весело. Там весело, да. Зато я поработал в других компаниях. Кстати, Виктор, а у вас были какие-нибудь жесткие собесы? Нет. Нет. Практически А вообще толком-то и не собесы? было. Вообще собесы были? Да, но это буквально парочку, как бы, и то такое. Угу.
А таких прям, чтобы там жестких там как-то прессовали. Не-не-не-не-не. Стресс У интервью. меня опыта работы очень мало, потому что в основном это было обучение. Я первый раз, когда пошел учиться на программиста, пришел, поучился, ушел. Пришел, увидел и ушел. Да-да-да, два Ушел в года другой раз. походил. Это у меня же еще не было. Мне единственное не нравится, особенно вот в Москве, как это было, это правило то, что ты не можешь поступать в колледжи и так далее, если у тебя нету прописки московской. Что, серьезно? Да, это по факту. Ничего Я себе. не мог просто взять, поступить на бюджет. Платно могу, конечно. На бюджет нет. Будь добр. Подписка Москвы, тогда окей. Федерального значения можно. Но федерального значения люди едут с другого конца России. Я понял. И там, естественно, они сразу с хорошими оценками и так далее. Поэтому тут такое. Ну вот. Не, ну вот я на бюджет как-то поступил в итоге, но не на программиста, на техмеханика в сфере, в сфере производства питания. Ну вот. Вот это вот Красный Октябрь, я думаю, знаете. Ну вот это вот там у нас практика проходила. Мы, конечно, туда не поперлись. Мы хотели мы на Хлебный любили ходить. Вот с ребятами, с которыми я учился. Там было поприкольнее. Во-первых, не так много шоколада. Были в мясные, но в мясные никто не хотел идти, потому что там воняло. Там запах, да. Да, там запах ужасный, еще и холодно, поэтому не. Вот. Но плюс в том, что у нас даже была частично оплачиваемая практика. Нам вот это везло. Нас отправляли туда, где чуть-чуть, но выдавали денежку. Много? Буквально 5000 за всю практику, а это 2-3 месяца. Жесть. Ну да. Но это хотя бы что-то. Обычно вообще ничего не выдавали. Я последний курс, когда учился, я куратору сказал, я говорю, можете отправить меня туда, куда не нужно ходить. Он отправил меня в компанию, которая устанавливает лифты. Я туда даже ничего не посещал, никуда не приходил. Я просто заполнял, что мы делали там, условно говоря, и все. Потому что, не было смысла на самом деле ходить. Как бы я с этого ничего не получаю. Мы сидим опять же, у нас нету допуска. Мы как бы можем как производить монтаж оборудования, но нам никто не даст. Виктор, а вы это кто? Специалисты. Я Сейчас специалист. Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции. Вот так это называется. Но наладчик с точки зрения того, что мы можем выполнять монтаж оборудования и так далее. И вот нам никто ничего этого не давал, потому что допуска нету. Это электроника, это электричество, у нас допуска нету, мы ничего делать это не можем, поэтому мы сидим, заколачиваем ящики, что-то еще делаем и не мешаемся. Понятно. Вот такие вот специалисты. Очень-очень грустно. При том, что это больше всего смешило и удивляло моих преподов, когда я пришел на бюджет, и я вышел с красным дипломом, а в предыдущем колледже я был троечником-двоечником. Я им показываю журнал, оттуда фотографирую, они такие, да не может быть, нет, никак. Я говорю, вот так, это преподаватели. Виктор, а вы мне скажите, а вы в итоге, то есть у вас бэкграунд программистский, он как образовался вообще, откуда? Изначально хотел пойти в IT. Самый первый вот желание у меня возникло в школе, когда мы Паскаль изучали. После этого я захотел в IT, пошел вот в колледж федерального значения. Там преподаватели были, насколько я знаю, сейчас даже никто не работает по тому направлению, которое вышли. Они пошли в универы учиться после этого колледжа, и все, и дальше работают по другим направлениям. Они в IT в итоге не ушли, насколько мне известно. И преподаватели там такие себе были, когда препод тебе на полную говорит, как бы, если вам не дано, значит не дано, не научитесь, такое. У меня по информатике было 2. То есть нам поставили компьютеры, и у нас Basic был язык, на который нам я вообще не понял, о чем она говорит. Я вот как с самого начала не понимал, я там видел, игра есть какая-то на компьютере, там типа теннис. Все.
Мгм. Потому что я в Да-да-да. нее, в принципе, когда была возможность, играл. То есть я ничего не понимал, что она была. Вообще ничего не. То есть какая там Не, так информатика. мне просто захотелось именно войти, появилась такая возможность, я такой думаю, о, почему бы не, ну, не надо, не надо упускать возможность, почему нет? Не, ну это уже чуть-чуть другая эпоха, когда мы учились я и Михаил, и когда Не, ты, ну, да. не, ну, конечно, конечно, конечно. Потому что, опять-таки, у меня был опыт печальный в IT, и вот сейчас у меня опыт хороший в IT. Вот. Поэтому такое. А вы когда смотрели, как войти в IT, вы почему именно в программирование пошли? Там же много направлений. Я именно хотел именно на программирование, я другие варианты даже не смотрел. И я именно хотел по какой-то причине, ну, я еще думал тогда бэкэнд, фронтенд, но я когда фронтенд чуть-чуть пощупал, мне он не понравился вообще никак, и я сказал, не, я хочу в бэкэнд. Я понял. Я когда созванивался с этими с консультантами, я сразу сказал, я хочу в бэкэнд. Ну вот. А вы им говорили, что вы щупали фронтенд, и он вам не понравился? Да. Хорошо, это важно. А когда я услышал, что делают QA, я точно сказал, что я туда не хочу. Ну, на самом Не, ну деле... там, опять же, если автоматизация, то там тоже как бы и Ну да, но и когда программирование, тебя, по сути. когда нас обучали основам, когда нам вот это вот все объясняли, я такой, не-не-не-не, я точно туда не хочу. Я понял. Ну, да. Вообще, мне кажется, QA куда-то скоро уйдет на второй план. Ну, как все автоматизируется, просто я смотрю потихонечку, полигонечку. Ну ладно. Окей. Алексей, а вы как пришли? Я Из хотел еще медицинского пойти. представителя, да. Не, я на самом деле хотел пойти еще обучиться. Была такая академия ШАГ. Получается, это был 2012 год. И я по какой-то причине туда не пошел, а пошел работать медицинским представителем. Ну, вернее как, я понимаю, почему я не пошел, потому что это была работа, за которую, ну, хорошо оплачиваемая. А там надо было идти учиться, и, ну, а у тебя есть жена, ну, тебе надо как-то семья, как бы, тебе надо что-то зарабатывать. А совмещать это было, ну, нереально. Поэтому уже вот отработал 8 лет, и потом, да, и потом я думаю, не, что-то я уже устал здесь, надо все-таки, наверное, подумать о своих желаниях, вспомнить о своих желаниях. Это очень мудро. И, да, пошел. Это очень мудро. Понятно. Ну, слушайте, но у вас получается, вы же фронтенд изначально, то есть вы занимались фронтендом. Да, я закончил full stack, да, это ну, на JavaScript, Native, вот это все. И мы когда делали, собственно, в конце финальный проект, ну, у нас был такой проект, типа как электронный кошелек, то есть, ну, даже не кошелек, а ведение твоих финансов. И у нас ну, был отдельно полноценный фронт, отдельно полноценный бэк. И мне как-то бэк больше понравился, вот, на сам процесс этого ну, создания бэка. И когда потом уже оказался в Германии, когда была возможность то есть, ну, пойти учиться, был фронт-бэк, я подумал, что ну, вот он шанс пойти как раз узнать, что такое бэк полноценный. Слушайте, а вы учились где тоже на курсах? Да, это в Украине школа, ну, она одна из самых ну, известных и сильных, GoIT. Они сейчас открыли именно как университет уже, да, открыли через Польшу. То есть, ну, ты можешь именно с образованием, ну, именно как высшее образование дают они. Серьезно? Да. Вот нам надо такую же тему замутить. Окей. Так, а какие новости? Новости. Кстати, Вот мы как раз сегодня говорили про, ну, я говорил о своей старой профессии, и мне тема близка, скажем так, тема все, что касается здравоохранения, медицины. И наткнулся на интересную новость. Американская компания, ну, они вообще являются одними из самых известных, ну, объемных компаний по производству всяких препаратов крови. И они работают над так называемым заменителем крови, как экстренный заменитель крови. То есть это порошок. Ты можешь его, ну, как бы в будущем купить в магазине, потом ампулка порошка. Ты ее разводишь в воде, и как если человеку нужно экстренное вливание крови,
это ему заливается. Причем, что самое вот, что уникальное, не зависит от группы крови человека. Потому что нет полноценных эритроцитов, которые организм как раз по их оболочке белковой, организм выявляет группу крови. Тут нет этого. Это именно как экстренное переливание крови, то есть спасти человеку выиграть часы какие-то. Потому что, допустим, даже когда скорая приезжает, у них нет с собой крови. То есть это человек, пока доехала скорая, там что-то случилось, пока его увезли, человек теряет кровь. А если он потерял литр 2, литр еще нормально, 1,5 уже такое состояние на грани, скажем так. А это как выход, то есть, но сейчас они пока что провели на животных, причем на животных при потере порядка 70% крови, от объема крови, животные выживают, им это потом вливают вот эту так называемую кровь, такую искусственную, они выживают. Сейчас будут стартовать исследования на людях скоро, потому что, на самом деле, это глобальная проблема, и в мире ежегодно требуется примерно 135 миллионов литров крови донорской. Охренеть. Да. А вы не думаете, что скоро изобретут, например, какое-нибудь искусственное сердце, которое можно в магазине? Еще что-то, и там соберем человечка дома. Это есть. Это есть. Временное пока ждет донорское, вроде уже есть такое сердце. Да, есть на самом деле временные и как экстренные, допустим, есть же, мы знаем, что самое близкое животное к человеку это свинья, по анатомии. Я вам могу сказать даже не по анатомии, а вот по своим соседям. Очень близкое к животным. Очень близкое к животным. Да. Причем к разным. И есть... В зависимости от праздника, температуры на улице. Разные животные. Извиняюсь. Да, и есть случаи, когда, то есть, в теории возможно, на самом деле, пересадка органов свиньи, то есть некоторых человеку. Смотрите, давайте рассуждать так. Раньше не было ничего искусственной крови, искусственного временного сердца. Сейчас оно есть временно. Потом, что появится что-то еще временное. Потом это временное перейдет в постоянное. Вот и все. Если он пришел в Ашан или в какой-нибудь не знаю, в Walmart, собрал человечка домой себе на вечер, другана, залил ему искусственный интеллект, сиди и гамай в PlayStation. Но я уверен, что многие люди будут это делать для других задач. Мы здесь их обсуждать не будем. Да. Так что... потому что, на самом деле это круто, потому что, только в США 20 тысяч раненых в среднем в год не добираются до клиники. Охренеть. Да. Поэтому, это глобальная, на самом деле, такая проблема, и, Я смотрю, на самом будет деле, большой шаг. Я смотрю очень много научных каналов, и там каждый раз тоже публикуют всякие разные новости из мира информационных технологий, и вообще новости науки. Слушайте, я вообще поражаюсь тому, что происходит, то есть какие вещи в мире происходят. И хочется все время как-то быть причастным к чему-то такому очень сильно большого. Мне кажется, кстати, IT, оно как раз такую возможность дает. Потому что все, что сейчас в мире есть, все это крутится либо вокруг автоматизации, либо какого-нибудь, не знаю, искусственного интеллекта. Это, по сути, что у нас? Автоматизация. Какая-то такая широкого спектра задач. Прикольная новость. Я не знал. Офигеть. Я тоже. Виктор, расскажите, что у вас? Вы вообще не анонсировали ничего перед нашим подкастом? Да, у меня тут, в принципе... О чем поговорим? О земном или внеземном? Давайте вне. Очень хочется что-нибудь внеземного. Хорошо. Если внеземное, так внеземное. В общем-то, на Марсе обнаружены доказательства наличия жидкой воды глубоко под поверхностью. Очень круто. Но это не то, чтобы прям прямые доказательства, это больше хорошие предположения, назовем их так. Мажорное прогнозирование. Да-да-да. Причем не просто, а заведомо мажорно. Да-да-да. Так вот, это было совсем недавно, это было, по-моему, 13 августа.
Исследование, основанное на данных миссии НАСА, выявило доказательства существования жидкой воды на большой глубине под поверхностью Марса. Это открытие продвигает поиски жизни на планете и помогает понять, что могло произойти с древними океанами Марса, которые, естественно, были. Вот. Зонд, работающий на Марсе с 2018 года, 4 года собирал сейсмические данные, анализируя их. И после того, как они все отправили, проанализировали, исследователи пришли к выводу, что на глубине от 11,5 километров до 20 вероятно существует жидкая вода. Вот. Но так как на Земле микробная жизнь встречается на больших глубинах, где достаточно воды и тепла, то такие же условия могут, в принципе, существовать и на Марсе. И, соответственно, возможно, там есть внеземная жизнь, если ее так можно назвать. Вот. Ну, все, что вне Земли, это, собственно, Ну, и да, считается жизнь. внеземной, вот Внеземная, такое. да. То есть нюанс такой, то что это не связано, наверное, больше с колонизацией Марса, потому что достать оттуда воду, ну, это прям, представьте, это 11 километров нужно пробурить скважину, это нереально. А у Скажем нас, так. а у нас, Это реально? у нас же бурили эту Кольскую сверху. Да. Вот. Но в любом случае, как бы, с точки зрения именно Марса, это не так, наверное, выгодно. Проще растопить ледники, которые сверху шапка. Я слышал такую тему, я не помню, где я это прочитал, можно погуглить. Я вот просто сейчас вспоминаю, что по поводу Марса. Есть какой-то мох на Земле, который там очень неплохо может существовать. Или его сделали таким, я не знаю, там модифицировали. Который как раз кушает углекислый газ и выделяет кислород. И очень хорошо он может там распространиться, грубо говоря, и просто поменять экосистему. Ну, на самом деле много видов существ, как бы вообще, это живности в мире, как бы вот это, в того самого моха, это тоже, живой организм, который анаэробный. То есть им не требуется для жизни О2. А аэробная нагрузка тогда это что? Это Ну, есть аэробная Так. и анаэробная. Так. И аэробная Вот. это Оно что, анаэробное? кислород, а анаэробная он мне не нужен? Но если я не путаю вот аэробное и анаэробное, то да, есть, в общем, суть в том, что если мы уйдем от аэробных и анаэробных, куча живых существ, которым не требуется для жизни, им как раз нужен углекислый газ для жизни, да, а не кислород. Если нас слушают фитнес-тренера, то будем ждать. Что значит анаэробное и аэробное? Вот я, честно говоря, не помню. Да-да-да. Ну, насколько я помню, по тяжести сначала идет аэробная, а потом анаэробная. Я То по есть тяжести могу сказать, что спринг, он сложнее, чем какая-то там другая тема. Про аэробное, анаэробное, к сожалению, не в курсе. Хотя я в зал хожу стабильно. У нас здесь классный бассейн открыли, буду туда ходить. Окей. Слушайте, про Марс интересно. Как вы думаете, на нашем веку что-нибудь найдут там интересное или нет? Найти, может, и не найдут, а вот полететь вполне возможно, но тут много вопросов. Вы вообще знаете, как собираются отправлять вообще, как Илон Маск собирается отправлять людей на Марс и как он планирует их защитить от радиации? Ну, вообще не в курсе. Ну вот, как бы сам полет-то сам по себе безопасен, если так подумать, но из-за того, что не будет никакой атмосферы, соответственно, космическая радиация уже будет нормально так хреначить по людям и кораблю. Если не будет Плюс ко атмосферы всему... доверия. Так, А? ничего, это... Пытаюсь вставлять шутки. Продолжайте. Но суть в том, что просто на Солнце же есть вспышки, они смертельно опасны, если нет атмосферы. Вот. И, соответственно, насколько я помню, предложили такую схему спасения от этих вспышек. Эти вспышки можно предсказывать. То есть они не просто спонтанно случаются, а как бы систематически их можно просчитать. Мгм. И в итоге в эти моменты, как только будет вспышка, люди будут спускаться в специальный отсек, окруженный водой. А вода очень хорошо поглощает эту солнечную радиацию. И за счет этого люди просто будут защищаться своими... планируется, что это будет и обычная вода, и та вода, которая как бы идет на переработку. А если Вот, они то есть- один раз ошибутся, то что?
Облучение. Кто не успел, тот к бабушке не едет. Я думаю, что маловероятно, что так будут ошибаться, поскольку там будут люди, которые готовы к этому. Плюс ко всему, на это говорят, Почему? что... К обгоранию? Как бы, Ну, и такие да, есть, на самом деле. людям, те, кто полетят, им просто сразу говорят, вы не вернетесь. А ну, как бы по факту. Да. Ужас. Это билет в один конец. Как бы это круто с точки зрения достижения человечества, то, что человек туда, можно сказать, переселится. Но вопрос, сколько он проживет там, как бы, и, ну, долетит ли он до туда вообще. Ну, это да. Кстати, пока говорили, я загуглил, таки проверил себя. Думаю, я ж, ну, все-таки, блин, я учился где-то или не учился в Вы университете. не помните, Все что правильно. учились вы или нет? Не, я помню, вот аэробные, анаэробные, вы меня прямо заставили задуматься. Но все правильно. Аэробные — это те, кому нужен О2 кислород, а анаэробные — это те, кто живут без кислорода. Так что такое анаэробная нагрузка? Это значит нагрузка, в которой при недостатке кислорода. Это когда идет кислородное голодание в мышцах. То есть нагрузка, где кислород не участвует, или где что? Нет, это Как просто ведет себя так кислород, я хочу называют. понять. Кислород, он на месте всегда. Если бы его не было, то не было бы вообще никаких нагрузок. Так анаэробная, Просто. получается. Есть аэробная нагрузка, есть анаэробная. Так вот, анаэробная — это какая? Пример. Это По-моему, уже чисто термины из спорта. Это сама суть аэробный и анаэробный, она чуть в другом вообще. Мне кажется, их так еще назвали. Связано это с тем, что аэробная — это с меньшей нагрузкой и пульс меньший. И это можно по разным трекерам увидеть. То есть пульс повышается вот это вот как бы понятие аэробно-анаэробное. То есть Как только у пульс... мертвого максимально анаэробная Не-не-не, нагрузка. наоборот. Получается, что анаэробная нагрузка — это интенсивные упражнения, Так. которые приводят мышцы в максимальное напряжение. Почему она так называется, анаэробная? Потому что, собственно, когда мышцы в максимальном напряжении, им не хватает. У них начинается кислородное голодание. Потому что скорость восполнения, она чуть отличается от, допустим, если там какие-то сильные какие-то упражнения, слишком активные. И сердце херачит. Ну, это да. Мне когда делали операцию на носовую перегородку, мне вкалывали какую-то хрень прям в кость. Жутко больно, прям в кость тебе входит игла. И туда вкалывают, как говорят, адреналин для сужения сосудов. Вот, потому что на лице очень много сосудов и много крови. Вот для сужения сосудов. Сказали, что мне немножко сердечко побьется. Да. Оно у меня билось очень сильно и не немножко. Оно меня, колошматило меня, наверное, секунд 10-20. Вот. В результате после этой операции я пошел своими ногами, лег и на 30 сутки поехал домой. И похудел почти на 6 кило. Вот от такой пробежечки. Не хочу так больше бегать. Значит, смотрите. Я в прошлый раз вам рассказывал, какие есть всякие необычные профессии открылись в 2024 году, а какие есть еще профессии. Короче, оказывается, на которых есть спрос и очень сильно немаленький. Итак, этические хакеры. Зарплата от 100 до 184 тысяч долларов в год. Степень в IT требования в сфере кибербезопасности, а также сертификаты, всякие как Certified Ethical Hacker. Что-то мало. Обычно белые хакеры больше зарабатывают, мне казалось. Этические хакеры — это тестировщики на проникновение. Белый хакер. Белый хакер. Да. Белый хакер, еще черный. Михаил, у нас сразу возникал вопрос в комментариях. А как на эти профессии выучиться? Вопрос где? Кстати, по поводу, как выучиться на эти профессии. Наши курсы открываются с сентября. Да. Для того, чтобы выучиться на эти профессии, нужно понять одну простую вещь, что все эти профессии
выстраиваются вокруг одной, ну, двух каких-то основных, например, технологий. Ну, например, если мы говорим про кибербезопасность, то там есть там соответствующие языки программирования и соответствующий уровень понимания, например, сетевых технологий, да, которые необходимы. То есть, например, бэкэндер, он, например, не так может хорошо шарить и будет, скорее всего, не так хорошо, ну, смотря какой, не хочу оскорбить бэкэндеров, но, например, сетевых технологий для кибербезопасности, мне кажется, вот, короче, с чем работаешь, что и надо знать. Вот, собственно говоря, и все. Хотите пойти на кибербезопасность, пожалуйста, вот есть курсы всякие разные, учите языки и так далее. У меня одна знакомая моя девушка-программист, которая меня тоже, кстати, внесла очень большой вклад в мое обучение. Арина, привет. Вот, она пыталась переучиваться на пентестера, сказала, ну его нафиг тяжело. Вот. Ну, я думаю, что она переучится, если она поставит себе такую задачу, я думаю, что все это сделает. Но она сказала, что ну нифига не легко, хотя человек достаточно шарящий. Так, ну окей, хорошо, вот они как бы нужны. Значит, аналитик компьютерной криминалистики. Зарплата от 80 до 129 тысяч долларов в год. Требования степень в информационных технологиях или компьютерной криминалистике, а также сертификаты, такие как компьютер, экзаменер, что-то там, ну и все. Короче, что они делают? Тут интересно, прямо вот последний компьютерная... Они применяются там, где нужны при расследовании преступлений, связанных с кибербезопасностью или цифровыми доказательствами. Ну, то есть, на видео человек похожий на... Давайте придумаем человека какого-нибудь Вячеслава. И вот человек сидит, определяет. То есть, подделка видео, может, не подделка. Похож, не похож. Ну да, сейчас же еще это очень сильно... Конечно. Плюс вы учитываете, сейчас что появится в связи с тем, что там дипфейки всякие разные и прочие технологии. Так, что у нас еще? Так, ну это не очень интересно. Дизайнер систем для видеоигр. Ну, мне кажется, это старая профессия, да. Но она до сих пор востребована. Степень в дизайне. Цифровой контент-продюсер еще такой вот сейчас требуется. Ну, собственно говоря, все из самого такого интересного. Вот такие вот есть еще профессии. На самом деле, по кибербезопасности я могу сказать, что у меня очень много знакомых, которые вошли в IT именно через кибербезопасность. И там, если я не ошибаюсь, сейчас вот там как раз вот такой спрос, который вот везде рекламируется. Ну, по крайней мере, он больше, чем на классе, ну, просто на программистов, насколько я знаю. Ну, конечно, это ну, потому узкая что специальность, реально. Конечно, если есть система, значит, есть люди, которые захотят ее сломать. Правильно? Ну, соответственно, нужны люди, которые должны уметь ломать и понимать, в каком месте можно ее сломать и чем. Короче, такая вот штуковина. Поэтому все вот эти разговоры о том, что кто-то там нужен, кто-то там не нужен, это все так. Все нужны. Людей нет. Но все нужны. Просто переучиться стало сложнее. Короче, у меня вот такие новости. Что у вас? У меня новость, что YouTube подает иск в суд на Nvidia из-за обучения искусственного интеллекта с помощью своих видео. Так вот, зачем Nvidia... они сделали ту самую технологию. Кто? Nvidia, да, просто заливает ролики, скармливает свои ролики искусственному интеллекту. Он их, это как, ролик это что? Это инструкции, правильно? То есть, какие-то обучающие видео. И YouTube, то есть искусственный интеллект от Nvidia просто учится сам по этим роликам. То есть не надо, как раньше в Африке сидят сотни тысяч людей и вбивают в чат информацию. Вот, они ему просто скармливают YouTube, и он учится. Прикольно. А это является интеллектуальной собственностью YouTube? Там как-то... Там они идут как-то по несправедливое, безнравственное, неэтичное, недобросовестное использование. Ну я понял. Ну типа... Там, это ж Америка. Ну типа да, ах ты ж.
Зачем ты так Но сделал? сама... Нет, но идея, на самом деле, гениальная. Ну, то есть, не надо тебе вот их, ну, вбивать ручками эти все. Просто видео с звуком, с текстом, совсем просто, пожалуйста, вот, хай учится. Тем более, что обычно выкладывают уже то, что на самом деле, ну, опять же, допустим, если мы говорим там про IT, ну, обычно делают ролики уже ну, чего-то рабочего, какого-то варианта. Все, пожалуйста, он взял информацию и дальше ей пользуется. Жесть. Ну да, в принципе. Слушайте, но с другой стороны, вообще очевидно, бесконечный источник даты. Причем всякого разного рода. Есть даже качественные даты, даже можно, наверное, отфильтровать, да? По, наверное, там, по подписчикам, по просмотрам, по контенту. Конечно. Ну, наверняка, да. Супер. Молодцы, молодцы. Я думаю, что... А интересно, как они это выяснили? Ну, то есть, как-то они это выяснили, и интересно... По трафику, может быть. Через сколько да, они это может быть. выяснили? Ну, то есть, как быстро? Я То думаю, есть, что если это- они год скармливали, то... Не знаю. Если честно, мне кажется, дольше, потому что они давно, ну, прилично давно выпустили утилиту для видеокарт NVIDIA, которая позволяет просто апскейлить видео за счет обработки. Классная штука, если, например, видос там плохого качества, он апскейлится выше. Вот. Даже было такое, что у меня в какое-то время YouTube начал автоматом врубать 720, хотя у меня Full HD монитор, потому что видеокарта, ну, просчитывала, и как бы не нужно было много трафика. Я просто спокойно сидел на видеокарте, вот у меня был ролик Full HD, но был на самом деле 720. Ну вот, прикольная штука. Вот, но опять-таки, вряд ли они это использовали, скорее всего, они просто скармливали, естественно, как говорилось. Ну, Но значит, что-то готовят. У них и так уже есть мини-чат GPT, который можно скачать, и работать он будет локально. У кого у них? У NVIDIA. NVIDIA. Nvidia, я что-то смотрю про их новости, они что-то вообще, ну, жгут не по-детски. Молодцы. Вот у меня, кстати, следующая новость как раз-таки будет связана немного с NVIDIA. Немного с Nvidia, тогда ладно. Много не нужно. Ну, тогда приступим. ARM может выйти на рынок игровых видеокарт и бросить вызов NVIDIA. О, это я смотрел новость сегодня. Да, вот. Есть слух, что ARM готовится войти на рынок мощных игровых графических процессоров, что может создать конкуренцию для NVIDIA. Или они могут объединиться. Тут может быть всякое на самом деле. Так как компании имели хорошие отношения, и даже NVIDIA пыталась купить ARM в 2022 году, а сейчас ARM, возможно, готова стать новым соперником. По данным израильского сайта Globus, в исследовательском центре ARM в Раанане уже работают около 100 инженеров, Это занимающихся где-то в Финляндии, разработкой наверное. чипов. Рано. Да-да-да. И Молодцы. если слухи подтвердятся, то ARM может серьезно встряхнуть рынок игровых видеокарт, и как бы на котором сейчас доминирует все-таки NVIDIA, несмотря на попытки AMD, как бы NVIDIA сорну впереди. На самом Плюс, деле... да. Алексей, прошу прощения, у меня мысль вот эта зрела очень долго. Есть же такая теория, что Coca-Cola и Pepsi-Cola, вот, да, что они как бы, ну, на самом деле не просто как бы конкуренты, а это как бы искусственно сделанная компания для того, чтобы в тонусе держать как бы друг друга и как бы, ну, не деградировать. Да, я думаю, что это не совсем, ну, это реальность. Ну, тут Ну даже да. нет такой теории. Это... Ну да, я думаю, что, может быть, это и не тот вариант, но про объединение я не очень верю. Я думаю, что для обеих сторон, наоборот, для как бы стимулирования рынка, для достижения каких-то, для стимулирования достижений каких-то высот как раз нужна конкуренция. Не, ну они же, ну, допустим, Cola и Pepsi это же одна компания на самом деле, если я не ошибаюсь. Я тоже Они где-то входят- читал, Я- что я все. Они слышал. входят, В один холдинг. они входят как бы в один холдинг, но как бы развиваются как бы по своим, так, допустим, здесь может быть, потому что они их купят, но они как бы их будут дальше развивать, но поэтому то условно предугадать. Да. Ну да, но вот ARM на самом деле сама ARM архитектура очень классная штука. Сейчас топ это все-таки Apple
с их чипами M2, M3, сейчас M4, по-моему, уже будет или есть. Ну вот, но Я это на андроиде. суперская штука, просто один чип, на котором есть все. Ну, если так обобщать, по идее. Есть это уже от Да. Qualcomm, насколько я знаю. Выпустили Qualcomm, у Samsung есть ноутбук ARM, у Microsoft уже тоже вроде как выпустили какой-то ARM ноут. Там, конечно, работает еще хуже, но за счет энергопотребления работает так же, но энергию потребляет намного меньше. Это прям вау. Можно сказать, Ну, практически да. магия. Там есть один минус. Ты, допустим, покупаешь ноутбук с оперативой 8. Все, он у тебя будет вечно на 8 гигабайт. Ты, Да. ты ничего не сможешь с этим сделать. Поэтому надо покупать на 30. Там ценник такой, что... На самом деле, я сейчас стою перед выбором, что мне лучше сделать. Купить новый ноутбук и заплатить много. Либо проапгрейдить... У меня ноутбук сейчас нет. Проапгрейдить свой системный блок. Ну, там поставить, может, туда куда-нибудь. Чуть-чуть там, не знаю. Ну, на новую материнскую плату просто перенести все данные и все. Чтобы он у меня работал побыстрее, пошустрее. Я не в курсе. Я не знаю, что лучше. Ноут это ноут. Он не заменит компьютер никогда полноценно. Ноут это мобильность по большей части. Если куда-то ездить постоянно, это ноут. Если чисто дома, я не знаю. Мне кажется, если чисто дома, это всегда системник. Это самое лучшее, что может быть дома. А дома ноут? Зачем? Ну вот у меня дома ноут, но я покупал, потому что был такой период в стране, в жизни, да, что надо было перемещаться. Да, покупать ноут, да. И поэтому, как бы я работаю, да, но, допустим, часто, надо какой-то видеомонтаж. И, ты монтируешься хорошо, но рендер, конечно, очень-очень долгий. Если у вас будет системник, это будет в раз 5-6, а то и 10, наверное, Да, быстрее, да. потому что, Согласен. У меня просто проблема в том, у меня заканчивается место на диске, а там все надо. Вот понимаете, вот все надо там. Если что-то можно перенести, можно же Ну, на Я внешний все вывести. перенес. Докупить диск. Докупить диск. У меня есть еще один диск. В нем там почти 700 гигабайт свободного места. Но у меня операционная система на этом диске, на котором заканчивается место. Значит, какие-то что-то там стоит еще. Да, он начинает, когда подгружать что-то, например, или я, например, не знаю, когда он начинает работать, он говорит, все занято, нет больше места на диске, не могу ничего сделать. Даже если какие-то временные файлы, там еще, какая-то фигня. Я сейчас думаю, что мне делать, потому что... А если просто перенести все программы, просто перенести на диск D? На второй диск. Их можно перенести, но это, надо этим заниматься. И все, и у вас освободится на диске C. Допустим, я сейчас ставил, когда, то есть я выделил под диск C там какой-то объем, все, а когда ставил эти программы, потом указывал установку D-диск, путь установки и все. У меня некоторые по идее, ноут. Я искал в некоторых прогах, говорю, покажи мне, где вот это место, где я должен выбирать, куда ставить. Я его не видел. То есть я запускал... если ноут... Все, готово. Если ноут, то это Mac на диске, на чипе M. Тогда, да, его будет, что он и с рендером справляется совсем. Желательно, конечно, уже, наверное, M2, не M1. Не, я потому что серия M. Либо какой-то ноут, если не Apple, но с видеокартой, не на ядре, а именно с отдельной видеокартой. Отдельная видеокарта это как отдельный процессор, по факту. Который просто, да, на материнке он... Ладно, я подумаю. Короче, теперь по поводу NVIDIA и прочих ребят. Все в курсе, не то, что все в курсе. На самом деле я не работал в компании, в которых там были прям какие-то сверхусловия, но условия были хорошие. Так вот, есть некоторые необычные корпоративные практики, которые я вычитал, которые есть у известных контор. Например, в Гугле у них есть такая штука, как XLab, лаборатория,
где сотрудники могут экспериментировать, ну, то есть там заниматься там разработками, еще какими-то вещами, без всяких неудач. Ну, то есть у них по факту есть все ресурсы для того, чтобы, ну, какими-то там заниматься своими хобби. Ну, там внутри Гугла. Вот. Но мне кажется, это вообще очень интересная история, потому что если ты это делаешь какие-то... Я знаю вообще в принципе, когда ты приходишь устраиваться куда-то в компанию, в трудовом договоре бывает часто такая фраза, что вся интеллектуальная собственность, которая создана вами за время работы в этой компании, принадлежит этой компании. Вот. И я думаю, что там что-то из этого. Я думаю, там просто стимулирует на какие-то инновации башковитых людей, которые там работают. И потом просто на этом делают деньги. Вот, пожалуйста. Ну да, хорошая практика. Да, ну вообще это круто. Так вот, там есть еще такая инициатива, называется Googler to Googler, где сотрудники обучают друг друга навыкам от йоги до управления командой. Такой подход способствует развитию креативности и инноваций и делает Google одним из лидеров в технологической отрасли. Вот так вот. Мне кажется, очень прикольный подход. Ну, то есть, это по факту для того, чтобы... Это как элемент тимбилдинга. Получается, что, например, там кто-то кого-то учит готовить, кто-то кого-то еще что-то учит. Получается так. Я могу сказать, что, кстати, был... Да, у меня был один раз интересный опыт тоже трудоустройства в одну замечательную компанию. Я в ней не стал работать по другим причинам, но там был очень интересный подход. Нас вывозили тоже в лес куда-то снимали там какие-то дома, коттеджные поселки, там какие-то корпоративные игрища. Так вот, и там были сотрудники. И так вот, часть людей, которые не понимали то, что это тоже это тоже испытание. Так вот, они там просто жестко набухивались, там подкатывали к персоналу, короче, и так далее. Ну, соответственно, эти люди не проходили это замечательный этап и отсеивались. Ну, то есть, такая вот интересный момент. У нас там народ приходил на собеседованиях, как-то я помню, этих самых в сланцах там с какими-то окровавленными ногами. Но это трэш, конечно. Тоже торговые представители. Netflix. Короче, что предлагает Netflix? Офигеть. Компания предлагает неограниченное количество дней отпуска. И ожидает, что сотрудники будут сами управлять своим рабочим временем и задачами. Я считаю, это просто мега-супер. Прикиньте. Ну, то есть, вас никто не контролирует, да? Очень похоже, ну, то есть, вы ездите, получаете... Ну, я не думаю, что там вообще нет никакого контроля, но вообще это крутой подход. Там, по-моему, будет нацелено чисто на результат. То есть, если ты выполняешь свою работу, спокойно ей отдыхай, когда хочешь. Как в продажах. Ну, это как эксперимент, когда сделали 4 дня рабочих, а не 5. И увеличилось качество работы. Но не все, кстати, компании, по-моему, готовы перейти на такой график. Да, но по статистике улучшается качество работы. Да-да-да. Испанцы в курсе. У них здесь, я думаю... У них, видимо, какая-то другая технология, потому что они действительно работают по 4, может даже иногда и меньше часов, вот так если посчитать суммарно. Но по поводу качества работы пока не буду давать никаких комментариев. Так. Да, мне кажется, это, мне кажется, очень круто. Похожая история была в компании, я один раз работал. Называется она British American Tobacco. Занимаются они продажей... Вот Алексей, он оздоравливал людей, а я их Я им предлагал сигаретку. Нам надо, кстати, Виктор, говорить в нашем подкасте, что мы разговариваем о курении и что мы не поддерживаем. И содержит информацию о курении. Нам нужно это в подкасте упоминать? Нет, по идее, если у нас нет демонстрации, да и в принципе, по-моему, это на европейском формате все окей. Да? Ну, вроде да. Ну, хорошо. Я, по крайней мере, не видел, чтобы сигареты замазывали. Серьезно? Да. Я их вообще там не видел, честно говоря. У меня нет ютуба с сигаретами. Ну, то есть, у меня нет роликов, где люди стоят и курят. Но у меня таких роликов нет. Ну, ладно. Как-то у меня из общего фона вышел. Короче, я работал в БАТе,
Это British American Tobacco. И вот у них есть подход, называется «свобода через ответственность». То есть, вот Алексей меня поймет, как медицинский представитель. То есть тебе давали машину, тебе давали территорию, ты по ней ездил, и никто тебя как бы особо не контролировал. Хотя у меня было там 25 тысяч планшетов, в которых я должен был там отмечаться в точках, там что-то там где-то расписываться. Ну, по факту, как бы ко мне никто не приезжал, то есть я там, особенно если у меня там было все круто, то как бы меня никто не дергал. Ну и на самом деле, я так понимаю, что в Netflix пошли немножко дальше, вот они пошли, увеличили даже до дней отпуска. Ну, вообще, я считаю, это круто. Молодцы. Я когда, Не, классно, конечно. я когда работал, кстати, в продажах в IT, у нас тоже был такой принцип, что, ну, там никто над тобой над душой не стоял. То есть, ну, подразумевается, что вот у тебя есть задачи, если ты не понимаешь, как их делать, вот вокруг тебя люди. И ни один человек мне ни разу не отказал в помощи. То есть, ну, как бы все окей. Ну, то есть, если ты не проявляешь инициативу, ты тогда что-то тут делаешь. Итак, запас. Знаете такой запас? Наверное, не знаете. Это американский... Все знакомое. Запас, да. Запас, да, это самый запас. Да. Американский ритейлер вроде. Очень такой Мгм. известный. Да. Короче, что они предлагают? Они предлагают всем новичкам в первой неделе обучения работать в колл-центре, а в конце недели предлагают либо остаться, либо уйти с компенсацией $2000. Вот, если чувствуют, что не подходят. Таким образом, они оставляют, ну, только замотивированных людей, которые как бы понимают, в чем работа. Типа, поработай 2 недели, вот тебе 2 штуки, если не хочешь у нас работать. До свидания. Мне кажется, прикольно. Ну и, скорее всего, они условия Справедливо. делают такие, что как бы ты захочешь там работать, скорее всего. Ну, да, я могу так сказать, что в некоторых западных компаниях, я, к сожалению, на эти программы не попадал, но у меня были знакомые, которые попадали на эти программы. В западных компаниях была, короче, такая история. Ну, например, по-моему, в Марсе была, я могу ошибаться. Марс, который Марс и Сникерсы. У них же еще Педигри, это тоже их. Чаппи, по-моему, это тоже их. Uncle Ben's, тоже их. Так вот, в Марсе была такая программа, ну, типа, как поиск талантов, там, что-то такое. Если ты после института если ты выпускник и у тебя нету опыта, есть там хороший английский язык, то ты можешь пройти собес и попасть там в какой-нибудь, либо в Марс, либо в какой-нибудь там Procter & Gamble, и там тебя ставят работать на разные участки. То есть ты 2 месяца там работаешь, 2 месяца там работаешь, 2 месяца там работаешь. По тебе собирает там обратную связь, ты смотришь, как работают все эти процессы, и потом тебя там берут в штат, там с хорошей страховкой, тоже с каким-нибудь там корпоративным автомобилем, со стоматологией для всех членов семьи, и весь ты такой ходишь весь в пиджачке, и все мечтают попасть на твое место. Вот, и что самое интересное, туда берут без опыта. Как вы думаете, почему? Ну, они сами взращивают, не надо С переучивать. нуля, ну, получается. Чтобы внедрить свою корпоративную, как бы, Да. на ровный, вот это, так сказать, на чистый листочек. Да. Я это прочувствовал, когда я переходил из, скажем так, таких немножко олдскульных российских компаний в западные. И когда там все привет, здорово, меня зовут там Артем, какая-то помощь нужна, приходи, все круто, да, я директор, все окей, да, мы на ты. Короче, там все такие были, я пришел, я думаю, они там все накурились все, что ли. Но на самом деле в такой атмосфере работать куда приятнее. Чем когда к 9, если ты пришел не в 9, а в 9:10, тебя там где-то хуесосит просто на ковре. Adobe. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Что они делают? У них, короче, тоже есть какая-то своя креативная лаба. Ну, короче, что-то тут не очень интересно. Но я думаю, что в Adobe тоже неплохо. Короче, я вообще слышал, что Google сейчас уже не топ работодатель. Ну, типа, как мечта попасть в Google. Сейчас, по-моему, как Netflix считается, типа, самым таким мега крутянским. Типа, как топ карьеры. Да, то есть ты где работал? В Netflix, и все. Понимаешь? И все тебе уже руку тянут, кланяются. И хотят тебя взять на работу. Вот такие новости. Интересно. Понятно. Да.
Так, мы говорили о работе. Tesla ищет людей для обучения Optimus. Это их робот-гуманоид. Платят от $25 до $48 в час. Работать надо 7 часов в день. Но ты носишь на себе VR-гарнитуру. Целый день. Вес оборудования 12 килограмм. Мгм. Рост должен быть 1,70 м, 1,80 м. Я Так, я подхожу. пошел звонить. Да, я не прохожу, да, но у вас есть шанс. Они буквально вчера объявили о наборе. Нужно им 50 человек. Может быть, успеете. А от чего зависит почасовка? Ну, там, видимо, разные проекты, ну, потому что, то есть, это обучение, то есть, человеку дают инструкцию, что ему надо делать. То есть, его там, ему надо пойти там, образно говоря, там, вдоль дома, там, завернуть за угол, там, взять что-то, ну, то есть, видимо, вот, ну, как, кому они будет какая снимают какие-то эти самые... программа. Да, они потом с себя считывают все датчики, плюс VR, ну, как бы, окружение, и для потом этого своего гуманоида Оптимуса будут использовать. Такая неплохая работенка. Ну да. Я когда работал в Electronic Arts в свое время, я смотрел там всякие разные видосы, как они там делают футбольные вот эти все компьютерные программы, тогда вот EA Games. И у них вот тоже, по-моему, есть такая штуковина, что облепляют людей, датчики, они там бегают по Да. полю, там какие-то движения, там захват движений. Прикольно. Так, чего еще у вас? Тесла вообще У меня еще и... Да, у меня Zoom отметил миллионную отметку в количестве одновременного онлайна. То есть теперь можно миллион людей в одну засунуть Zoom конференцию. Я не зн- вот я, честно говоря, прочитал эту новость, но зачем? Ну, как бы, на каком предприятии может быть такая необходимость? Ну, просто, ну, вот чисто теоретически вообще. Но, как бы, у них, ну, понятно, что это просто цель ради цели, потому что никто, кроме них, не может обеспечить минимальную, то есть у них доли секунды, даже при таких объемах людей онлайн, одновременно в одной конференции, у них доли секунды идет задержка. Потому что у остальных там при там, 1000 уже там могут быть минута, две, то есть будет у разных людей эти отставания. Они же сделали, что прямо вот все работает идеально. Единственное, ограничение такого вебинара 30 часов, правда. Вот А они там, вот, а там все с камерами да. могут быть, или все-таки они просто как слушатели? 1000 интерактивных бедоучастников. Мгм. Вот. Остальные, ну, остальные уже как придется. Я так звук. понимаю, что у них алгоритм сжатия данных, наверное, улучшились. Они, видимо, посмотрели фильм, да, сериал знаменитый «Силиконовая долина», да, поэтому, видимо, что-то они все-таки из него вынесли. На самом деле, ну за счет чего? Ну за счет того, как... За счет того, что... Ну, за счет чего они... Да, нажимается Не описывают, да. Дешифрование данных, видимо. Ну, какое-то Да, сжатие обработка. данных, что должно быть. Прикольно. Ну, Интересно. Да. неплохое такое достижение получается. Ну, молодцы. Да. Виктор, что у вас? Будет немножечко криминальное. Немножечко хорошо. Да, немножечко. Предприимчивый вор подменил QR-коды храмов собственным QR-кодами, чтобы красть пожертвования. Кто? Предприимчивый вор подменил QR-коды храмов собственными QR-кодами. Это гениально, я считаю. Причем он как бы воспользовался этим, но его быстро так поймали. Это было в провинции Сычуань в Китае. Кто бы сомневался. Он оторвал просто с коробок, у них же все по QR-кодам, насколько я, ну, очень много по QR-кодам. Он просто оторвал с коробок для пожертвований те QR-коды, которые были, прилепил свои, и все. При этом он еще поклонился статуе Будды. Это были храмы Будды. После того, как он это сделал, он поклонился и пошел дальше. Мужчина успел получить 30 тысяч юаней, примерно $4200. Но его изоблачили, конечно же, и арестовали. Все деньги будут возвращены, конечно же, храмам. И самое удивительное то, что вор оказался не закоренелым каким-то преступником или хакером.
батюшка. Он магистр права, закончивший престижное учебное заведение. Прикольно. Вот, Не, поэтому... На самом деле, а если бы он повесил бы рядом какую-нибудь надпись, типа «Сыну Божьему» еще там рядом QR-код, и кто-нибудь перечислял ему. Как На вы думаете, самом такое бы деле- мошенничество? А вообще Ну посадили да. его или нет? Его? А? Мгм. Его, да. И арестовали, да. Ему в любом случае не просто штраф дадут, ему срок, потому что в Китае это достаточно жестко насчет этого всего. Но тут интересно, дело в том, что в принципе любой может сделать сайт относительно мошеннический, просто наклеить где-то QR-код, и какой-то любопытный человек просканирует его и перейдет, и вот все его данные можно взять. Ну, относительно все. Друзья, если кто-то нас слушает, мы не поддерживаем криминал. но Так делать не надо, да? Да, но есть библиотека в Maven, которая делает QR-коды. Туда просто вставляете стрингу, она вам на выход QR-код. Хотите URL туда вставьте стрингой. На выходе будет QR-код. Так что... Да, я, кстати, попытался взять на обворке, по-моему, на обворке этот таску, чтобы там человеку нужно было специфичный QR-код. Внутри должна была быть надпись. Типа «Отсканируй меня». Вот. Я ему пример отослал, он мне, конечно, не ответил, но как бы я программу написал, рабочая, могу выгрузить, если нужно. Можно настраивать цвет, можно настраивать, писать надпись любую и так далее. А есть Ну, это ссылка легко на делается, на язык? самом деле. Есть на- Нет, я не выкладывал еще. Я, правда, я это сделал, по-моему, не через Java, я на Python это написал, потому что это было быстрее. Я просто там сразу сделал интерфейс, ну вот. А на Python там было что-то типа qr.print. Библиотека была что-то вроде того, да. Там специальная библиотека использовалась и все. То есть там больше заморочки было с цветом и текстом, чтобы QR-код был рабочий, но при этом внутри был текст. Прикол. Вот тут такое. Значит, смотрите, что у меня есть интересного. У меня есть интересное вот что. Я здесь полазил на просторах интернета и нашел всякие разные аишки, которые вышли. Так вот, есть Deep Art, не знаю, знаете, не знаете, что такое? Который превращает фотографии в произведение искусства, кастомизированные под какого-нибудь художника. Там в стиле, например, Ван Гога или какого-нибудь Айвазовского. Интересно. Я Вот, думал, это Deep Art, фильтры в да, фотошопе. Да, ссылочка будет в описании на эту аишку. Дальше есть АИ Дангион, называется. Интерактивная игра, в которой искусственный интеллект создает бесконечные истории на основе действий игрока. О, я знаю, я, по-моему, даже в нее как-то играл. Это очень крутая штука. Там столько всего можно сделать. Это такие вариации. Значит, послушайте, какая у меня мысль пришла с дружественным визитом. Итак, реплика. Виртуальный друг на основе искусственного интеллекта, который учится на общении пользователя и развивает собственную личность. Короче, по поводу реплика и почему он называется реплика, и я почитал, посмотрел по этой реплике. То есть по факту получается, что, ну если я правильно понял идею, что он учится на общении с вами. Соответственно, он создает личность, которая копирует вас. Поэтому называется реплика. То есть вы по факту можете научить искусственную, как бы перенести, можно так, если выразиться, свой характер или перенести его так, как вы считаете нужным, да, свой характер в искусственный интеллект. Можно сказать, цифровая копия получается. Да. Так вот, о чем я подумал. Я смотрю, что у меня ежемесячно увеличивается статья расходов на всякие аишки. На такую, там, на музыку, которую пишет, там, на чат GPT у меня вот платный. Потом еще какая-то интересная появилась. Я знаете, какую себе купил? InVideo. У меня там еще есть 30 минут создания, короче, видеороликов. Причем, знаете, какую? Я короче, хочу, я уже, кстати, раковину поставил. Слава тебе. Короче, что с раковиной получилось? Это жесть. Те, кто не в курсе, рассказываю. У меня в столе, короче, привезли кухню, и у меня столешница.
в столешницу нужно сделать дырку и поставить туда раковину. Я сделал дырку, поставил туда раковину, но так как у меня не было специального инструмента, я его сделал костыльно, и получилось, что у меня дырки выходят за пределы раковины. То есть я испоганил столешницу. Я нашел точно такую же раковину. Как я ее нашел, я не знаю. Просто я пошел в свой любимый магазин, где все мои друзья, постоянно в него хожу каждый день, Леруа Мерлен. Нашел там столешницу с более широкими бортами. И поставил ее, она как бы закрыла, и все стало красиво. Короче, сделал я всю эту штуку. Вот, и я вот хочу записать ролик. И вот когда в роликах, например, вы говорите о чем-то, знаете, бывает, вот ролик смотришь, человек о чем-то рассказывает, и там фоном хронометраж какой-то идет. Ну да, Вот. биролы. Собственно говоря, туда вон забиваешь, он... Вот, там можно сделать как-то там, выбрать характер, там для YouTube, не для YouTube. Я еще там четко не разобрался, но видосы вроде как снимает. Просто я смотрел также на YouTube всякие ролики, вот я пока не нашел этих аишек, которые прям снимают сюжетами, там с разговорами. То есть здесь получается с закадровым голосом, даже я как его отключить не знаю. Короче, я сейчас смотрю аишки, я говорю к тому, что я все больше и больше трачу денег на АИ. И мне кажется, следующий этап, который нас ждет, это когда мы будем пользоваться АИ как сервисом. Просто. То есть, вот у меня АИшка, не знаю, как чат GPT, есть еще там Copilot какой-нибудь. Да, и вот там, какой умнее, какой не умнее. Вот кто-то этим пользуется, кто-то этим пользуется. И так далее. Я думаю, что потом мы будем пользоваться уже сервисами АИ как сервисом. Вот в чем дело. Так что время, друзья мои, быстро переучивать. Ну, сейчас это будет только все набирать обороты, на самом деле. А если глобально посмотреть, то, я не знаю, вот если представить, что вот на это надо переучиться, с учетом того, что, программирование у меня какой-то опыт есть, но мне кажется, это еще, пару лет надо. На все это машинное обучение, на все эти... Там же есть всякие эпохи в машинном обучении, прочие слои какие-то, то есть там сам черт ногу сломит. Короче, вот такие вот аишки появились. Я протестирую и расскажу. Есть, кстати, аишки, они могут даже иногда для Ютуба помочь. Я думаю, протестировать одну из них. Не помню точно название, потом скину, если что. В общем, вставляешь ссылку, и тебе пишется сценарий этого видео полностью с текстом. Потом ты можешь загнать это в тот же самый GPT, переписать сценарий и переделать под свой лад. видео. Ну да. Прикол. Вот я это и хочу сделать. Но я на самом деле смотрю очень много всяких разных. Я даже делал запрос на АИ, мне потом прислали разрешение, я там даже что-то купил, даже что-то попробовал сделать. Ну, надо разбираться. Очень много этого искусственного интеллекта появляется. Вот. И я думаю, что будущее как раз за тем, что мы будем просто как сервисами. Ну да, даже... Помните фильм «Она»? Про с этим самым, с Хоакином Фениксом, когда операционная система с искусственным интеллектом, которым ты ставишь, она с тобой разговаривает. И он влюбился в нее. Да. Что такое было? Очень крутой фильм. Я сейчас пересматриваю Гарри Поттера. Он менее напряжный. Надо, это традиция такая, хотя бы раз в год пересмотреть Гарри Поттера. Да. Я вот думаю, может быть, мне пересмотреть «Игру престолов». Ну, это подольше, мне кажется, займет времени. Много у вас времени свободного. Нет, на самом деле не очень много у меня времени свободного. Очень мало. Ну, я вот перед сном открываю, посмотрю 30 минут, закрываю. Вот так я пересматриваю. Но зато каждый день по кусочку. Ну, то есть это не то, что да. я просыпаюсь утром, подтягиваюсь такой, что у нас сегодня? Открываем. Кстати, если отвлечься немного от темы, скажем так, технологий, чипсы кушали вообще обычные, вот стандартные картофельные? Я даже не стандартные кушал. Вам встречалась в чипсинках такая зелененькая фигня какая-то? Нет. Ну, на самих не, на самих слайсах. Как будто Вроде это незрелая, как будто незрелая картошка попалась такая вот, зеленоватая. Ну это давно, когда такое бывало, видел когда-то давно.
Да-да-да, сейчас-то вот честно, я не знаю, сколько я здесь в Германии покупаю чипсов, ни разу не видел такого. Да. Но суть в том, что многие переживали, что это может быть что это может быть какое-то отравление, это сырая картошка, да ее есть нельзя и так Ага. далее. И, в общем, некая пользовательница интернета решила разобраться в этой странности и узнала у экспертов в интернете также, откуда это взялась зелень. В итоге в дискуссии приняли участие реальные эксперты и фермеры, которые как бы заявили, что это не вредно и не страшно. Она всего лишь свидетельствует о том, что картофельный клубень до того, как стать чипсом, рос хоть и под землей, но как бы слишком близко к поверхности. Из-за этого вырабатывался хлорофилл, получается. И все. Производители вообще в идеале должны были вырезать эти зеленые, но они не вырезали, если Так- ленились и... Так это что? Да ничего это. Да ничего, это Просто просто такая картошка. Она просто немного выглядит как будто недозревшая, назовем ее так. И в чипсах это выглядело реально странно. Ну, не знаю, я такой смотрю, обычная вот картофелина, как обычно, берешь там слайс, нормально, а тут какая-то зеленая хрень. Я вообще такого не встречал в своей жизни никогда. Ну, я, видимо, было никогда много этого чипсов не съел. Ну, давно такое было. И честно Ну. могу сказать, даже немножко рад. Так, есть еще новости. Есть. Кстати, вот мы в тот раз говорили про программы там, взломщики, вымогатели. А тут мини-отчет за прошлый год подоспел. В этом году, во-первых, на 18% больше случаев атак, кибератак. И рекорд 75 миллионов долларов за выкуп с одной компании, да. Как всегда, да, 50% вообще всех таких атак это, конечно, США приходится. И наиболее частым вымогателем является Lockbit. Как ни странно, который просто шифрует, все блочит. Вот, ну, рекордная сумма прямо Подождите, меня... вот последний кто это, я не разобрал. Lockbit. Это, самый... Это 22% всех атак приходится на вирус, так называемый вирус, прямо вымогатель Lockbit. Понятно. Надо про него, я про него Да. ничего не знаю, вообще не в курсе. Но это Не, ну, интересно. просто 75 миллионов. Это просто, это официально. Это тот, кто сказал, что он ту сумму заплатил. А наверняка еще сколько компаний, которые просто из-за репутации, они же не говорят о том, что там была атака, там они заплатили, это репутация, это выльется просто в убытки, нереальные убытки там на биржах. Но, как всегда, самые уязвимые это те, кто занимается здравоохранением, производство, хозяйство, то есть, там, где очень люди зависимы, скажем так, будут. От IT. Естественно. Ну вот, пожалуйста, тоже. На самом деле, с другой стороны, я так понимаю, что эти люди тоже не приветствуют такой подход, но я так понимаю, что они тоже подсвечивают дыры в защите. Вообще, кстати, да. вы верите в теорию о том, что вирусы придумывают компании, которые занимаются антивирусами? Ну, типа, я придумал вирус, а у меня уже есть на него антивирус. У всех большие проблемы, а только мой антивирус этот вирус может уничтожать. Оба, и я молодец, все меня покупают, потому что это только мой антивирус такой молодец. Только если, мне кажется, только если для компаний, может быть. Такое очень... в наше время, возможно, раньше не исключаю, но сейчас, мне кажется, рисковый слишком ход. Хотя... Слушайте, вы думаете, в компании, которая занимается антивирусами, не найдутся ребята, которые аккуратненько вбросят этот вирус куда-то в сеть, которые не знают, как это работает? Я уверен, что там все очень умные, шаристые челы. Уверен. Но я не знаю, я, честно сказать, я не знаю. Вот верите в эту теорию? Я не знаю. Вот у меня двоякие ощущения. Мне кажется, что такой момент возможен. Что где-то какие-то, особенно на каких-нибудь, представляете, там высокие какие-то ставки, там кто там у нас? Asset, Касперский, кто у нас там еще? Ну, сейчас говорят, в принципе, Да, Defender. RAF. Да. Да. Defender, говорят, вообще
все вопросы закрывает. И у меня к нему тоже вопросов нет. Microsoft Defender какой-нибудь. Ну вот встроенный тут- просто. Тут вот как раз таки вопрос. Сейчас на самом деле чисто для пользователей вот в обычных компьютерах больше антивирусов-то и не нужно. Да, все консультанты вот в магазинах, конечно, они их предлагают и продвигают, но они по факту не нужны. Если даже что-то поймал, что Defender не блочит, скачиваешь Доктор Веб одноразовый, который там они высылают, и просканиваешь, удаляешь, и все. Ну да. Ну, это если ты можешь его скачать, да, и у тебя есть... Ну да, доступ. бывает же такое, что вирус, ну это я не знаю, какой вирус нужно поймать. Есть, конечно, вирусы, которые прям блокируют, даже в поиске нельзя вбить антивирус. Да, Серьезно? да, есть такие, да. У меня, слава богу, Ну, таких не это, было. это старая история, да, ты пытаешься скачать веб, а тебе просто он не дает этого сделать. Прикол. Я помню, что у меня был как-то... Мне брательник, мой троюродный Андрей. Здорово, Андрей. Я сегодня всем передаю приветы. Так вот, как-то давал на компьютере что-то у него там юзать. И я помню, что-то хватанул, что какая-то девка танцевала у меня прямо на мониторе. И я не мог никак от нее избавиться. Но я в итоге как-то через диспетчер задач, по-моему, ее как-то уничтожил, нашел, где она находится, и убил этот файл. Вот. Но мне было страшно, честно сказать. Потому что я боялся, что она навсегда. Кстати, Не, у я меня- только один раз майнер поймал, и все вроде. Серьезно? Ну да, один раз был такое давным-давно еще я поймал майнер, не знал, как его удалить. Ну я прям увидел, что это майнер, потому что я мониторил через MSI Afterburner температуру видеокарты и обороты вентилятора, а диспетчер задач не открывал. И у меня видеокарта в простое начала грузиться. Открывать диспетчер задач, сразу видеокарта перестает грузиться. И я такой, так, что-то тут не так. Попытался через Defender, он такой, не, ничего нету, все в порядке. И через веб удалил все-таки майнер этот. Через Доктор Веб? Да. Не, а там этот одноразовый, который они предлагают, ну как, не в коммерческое использование, как-то у них так там написано. Просто скачайте, они высылают на почту, и с почты идет ссылка, скачиваешь, и вот Я понял. он отсканировал, я сам недавно на всякий случай сканировал, он все просканил, нормально все. Я еще раньше, когда себе тестировал антивирус, замечал, что каждый новый антивирус, который на компьютер, обязательно что-то находит. А У этот, меня кстати, не обычно- устанавливается. У меня есть Обычно это подозрение- какие-то да, у меня есть взломанные подозрение- программы. Да. У меня есть подозрение, что он специально что-то находит для того, чтобы показывает, что он типа что-то нашел, какой он типа молодец, установи меня. Заплати за меня денежку, я нашел. Ну Причем я да. все устанавливаю, все что-то находят, что-то какие-то проблемы есть у меня всегда какие-то. Вот пока не устанавливал, проблем не было. Я до сих пор, я вот вспоминаю, что мне кто-то давным-давно говорил, что на смартфоны обязательно нужно устанавливать антивирусы. Устанавливали Это всякие был такой бич, авасты да. бесплатные Да, Nord. на смартфоны. Конечно, Да. вообще было. Жесть. Что еще нового есть у вас? Если есть. У меня осталась одна такая несерьезная, ну, как, Отлично. нет, она серьезная, тема серьезная. В общем, американским ученым майонез помогает в изучении термоядерного синтеза. Неожиданно, да? А Вот. пельмени? Группа ученых, в общем, из какого-то университета в Пенсильвании уже несколько лет используют для моделирования неустойчивой плазмы для раздела в сред обычный майонез. Ну, естественно, он по каким-то он по своим свойствам очень схож, он идеально реагирует, грубо говоря, на нагрев и меняет, получается, свои свойства вот, как раз вот в этом процессе, получается, это как бы они его используют как для оболочки, образно говоря. То есть и он, когда он нагревается до как раз нужных температур, он изменяет, он становится более жидким, естественно. И вот его, вот то, как он себя ведет, идеально подходит как раз для их исследований. И таким образом вот они пользуются майонезом Hellmann's уже несколько лет.
Мне кажется, это тоже И реклама. возможно реклама, да, но причем что у них вот при использовании майонеза получилось, но обычно у нас все эти реакции, ну, энергия, которая затрачивается на реакцию, и энергия, которую мы на выходе получаем, обычно мы больше вкладываем, чем по итогу получаем. При использовании майонеза у них регулярно получается, что энергия на выходе больше, чем энергия на входе. Все-таки майонез очень полезен. Майонез рулит, да. Фирма, напомню, Hellmann's. Отлично. Счет за рекламу будет в описании. Слушайте, а если мы говорим, что у нас спонсор, хотя у нас это считается статьей или нет? Ну, то есть так же нельзя, по-моему. Ну, потому что по факту, а вдруг мы рекламируем, не знаю, какие. Если у нас прямая реклама, нам нужно под видеороликом Указывать, там да. специальный галочку ставить, что в ролике присутствует реклама. Да. Да. Ну, не, у нас Прямая просто сейчас реклама, нету да. монетизации, нам как бы не страшно. Вот когда будет монетизация, вот там свои нюансы как бы есть. Понятно. Ну ладно. Друзья, пишут ли нам, и те, кто нас слушает, пишут ли нам, какая новость самая интересная? Ну, Пока нет. про комаров писали, не говорили, Да, что ну- самое лучшее, но просто про комаров писали, по профессии писали, спрашивали, как устроиться, где обучиться. Вот. Я так понимаю, все у нас на сегодня из новостей. Да, Yes. да. Тогда спасибо, что пришли. Всем спасибо, кто слушал. Пожалуйста, напишите, какая новость больше всех понравилась, как попасть в IT. Я потом сниму отдельный ролик, который я всем обещаю, но никому не показываю. Я сейчас просто нагнетаю саспенс. Да, может быть, на какую именно тематику хотели бы послушать, да? Найдем Может, что конкретную. щас актуально. Конечно, конечно. С удовольствием поговорим, посмотрим, что сейчас в мире происходит. А так, спасибо. Тогда Да, до связи. Приходите Приходите еще. еще. да.